Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Давно не виделись в формате видео. Короткая торговля. Сегодня у нас пятница, уже были сделки. И пятница традиционно тот день, когда крайне маловероятно, что будут убытки. И сейчас посмотрим на одну сделку, одну позицию. Я также параллельно работаю с обновлениями. Уже глаза все красные. Для МТ5, МТ4, все перепроверяем, в общем, много работы. Да, работа кипит, поэтому на этой неделе нет тренингов практически, и это видео тоже будет очень коротким, и надеюсь, за это время мы успеем найти вход в рынок, потому что до этого уже у меня были покупки. Чуть позже, если будет время, я расскажу, почему купил индекс NASDAQ, это минутный график индекса NASDAQ. И мы видим, на открытии рынок взлетел, бум, новый максимум. У меня не такой яркий экран сегодня. Не знаю, вам это видно, нет? Наверное, это на это не влияет, на трансляцию, точнее на запись. И мы видим, рынок достиг экстрима, среагировал. И посмотрим, что здесь будет. Это предыдущая структура зоны сопротивления. Мы видим одну точку касания. Если вы хотите стать профессионалом в области торговли от уровней, то вам необходимо знать волшебное правило, которое знают наши трейдеры. И сейчас я с вами им поделюсь буквально через несколько минут. А то вы сейчас это правило посмотрите и больше смотреть дальше не будете. Но обещаю, в этом видео будет. Оно не будет длинным. Максимум 20-30 минут. Это потолок. Но надеюсь, что уложимся и быстрее, потому что работа тьма по всем индикаторам, всем роботам, обновление. Новый робот вышел торговый. Вы, кстати, можете с чего-то уже начать. Это зайти на zTrader Club и выбрать подписку на 7 дней. Тестовый доступ, пощупать самую продвинутую версию. Это Cluster Trader Pro, где есть все функциональные возможности. Вы можете пощупать. В общем, сами знаете, ссылки под этим видео. Переходите, смотрите. А пока мы ждем сигнал. Каким образом мы можем торговать в этой ситуации? Рынок бычий, сомнений нет никаких. На открытии бум, новый максимум. Цена взлетела. Кое-что нужно сделать. Сейчас нужно добавить уровни. У меня здесь они не добавлены, я не знаю почему. Я добавил дополнительные уровни поддержки и сопротивления, которые использую для этого индекса, ну и вообще для интрадей торговли. Ну и мы ждем коррекцию. Два варианта в таких ситуациях торговать. Рынок сделал импульс вверх, ты можешь играть на увядание этого импульса, на sell, либо так не делать и ждать коррекции. Куда? К предыдущей структуре. Смотрим налево, мы видим, здесь тянется уровень сопротивления и чуть ниже наша зона ценности в районе 11200 с копейками. В общем, ждем, что сделает рынок. Наблюдаем за NASDAQ. NASDAQ уже пришел к своей структуре. Я могу это все удалить. Нам это не нужно с вами. Тестирует уровень. Это, наверное, на другом терминале. Неважно. Тестирует уровень. Уровень Range Trader. Здесь еще паттерн. Довольно интересная форма. Да? Паттерна это W. W вершины. Есть двойные, а есть W. По факту это разновидность двойных вершин. W вершина. Вариант А. Здесь можно продать сразу, агрессивно, не дожидаясь никаких подтверждений. Sell. Вариант Б. Более правильно дождаться ретеста еще раз этой зоны. И вот как раз то, о чем я говорил. Если вы хотите стать профессионалом в области торговли от уровней, то первое правило – это 3 точки касания должно быть. То есть ваш вход на третьем касании уровня. Здесь мы наблюдаем касание 1 и потенциально, скажем, касание 2. Между ними довольно небольшое количество времени прошло, 15 минут, это хорошо. Так вот, если рынок сейчас упадет и затем придет снова протестить, и у меня будет сигнал, это будет касание номер 3. Таким образом, это будет место, идеальное место для продаж. Вот здесь на этом терминале мне робот показывает РВ, разворотную вершину. Я здесь как раз тестирую алерты, уведомления, как они отображаются.
разворотная вершина, это автоматический паттерн. И вот в этой версии Cluster Trader Pro, которую мы даем в тестовом режиме, никогда ранее не давали именно Pro-версию, то вы можете посмотреть, как они работают. Да, в течение 7 дней вы можете посмотреть, как это все работает. Но мы ждем сигнал, да, для открытия сделки на buy, либо если будет тест, на sell. Да. Но нет проблемы, если трейдер продал здесь. Это неплохо и нехорошо. Тем более мы видим, как рынок далеко-далеко ушел от ценности, да, и сейчас потихоньку к ней возвращается. Наблюдаем. Наблюдаем немножко. Это вот как раз последняя самая версия. Немножко вам покажу. Cluster Trader Pro. Cluster Trader Pro. Обновились и другие версии. Тренд фильтр. В общем, все там обновилось по полной программе. И вот так теперь это выглядит. Более аккуратно все. Конечно, и оптимизация произошла, и улучшили внутренние характеристики. В общем, много-много всего. Ну что, ждем, да? Мы можем продать здесь агрессивно 60% коррекции базовый сигнал. Да, прямо здесь, бум, вот так. Почему это базовый сигнал? Стрелочный, сила сигнала номер 1, разворотная вершина, сила сигнала номер 2, пробой середины, коррекция 60, сила сигнала номер 3, кластер 3, sell. Одна из комбинаций, которую вы получите из методички, из других моих обучающих видео. В общем, ждем. Ретест структуры вот этой, это take. Мы можем здесь забрать прибыль. Это локальный скальп, крайне вероятная сделка, особенно если на левой стороне паттерна был TC Sell. Это TC Sell совершенно для других целей, когда мы торгуем моментум, когда мы прыгаем в движение и пытаемся оседлать тренд. Это другой тип сделки, вы тоже узнаете из закрытой части на странице thetrader.club. Я очень рад, на самом деле, записывать для вас видео, давно видеоформата не было, поэтому немножко обезьянничаю. Наблюдаем дальше, пока спит все, немножко займемся делами, пока все спит. Мы ожидаем как минимум ретест предыдущего минимума. И дальше будем смотреть. Да, может быть, купим подешевле. На поддержке. Я по золоту планировал сделку на sell еще, но там такое медленное все. Вот здесь даже, видите, был разбор позиции. Ну, не знаю. Идеальная ситуация, чтобы быть продавцом. Вообще нет сомнений по золоту. Вообще. Что здесь надо селить. Но сонный рынок, понимаете, рынок сонный. Когда рынок сонный, есть вероятность застрять в этом рынке. Ты сидишь там полчаса и смотришь на него, или ждешь сделку. Но это не тот стиль, который, наверное, в интрадее приносит деньги. Я думаю, кто из вас какое-то время в интрадее торгует, согласится. Поэтому хотелось бы, если рынок во флете, более волатильный флет наблюдать. Но это не значит, что рынок не может обвалиться, отсюда может ускориться, оказаться на полу сегодня. Но вот что нас интересует. Вот эти прорывы, когда ты можешь за короткое время взять нормальные деньги. Здесь тоже возможно. Тоже возможно рынок. Если шарахнет вниз, то мы можем за короткое время взять нормальные деньги. Не знаю. Здесь мы видим идеальный сигнал слабой вершину. О нем вы узнаете вот из тестового периода. Я вам все отдаю, чтобы только попробовали, потестили и ощутили на себе мощь этих базовых, но в то же время прибыльных сигналов. Давайте посмотрим на NASDAQ. Наверное, падает. NASDAQ пришел к поддержке. Мы здесь закрываем прибыль на ретесте структуры. Немного. Это 30 с копейками пунктов. Может ли рынок упасть еще? Ну, конечно же, после разворотной вершины. Как же рынок может не упасть? Но нас это не интересует. Это был крайне вероятный трейд до вот этой поддержки предыдущей структуры. А дальше это уже совершенно другой вопрос. Поэтому, если рынок сейчас упадет вот сюда, мы с удовольствием попробуем подобрать сделку вот между этой белой линией, видите, точки. Я их называю FIB DATS.
да, или DOTS, кому как больше нравится, точки волатильности. Точки волатильности, видим, NASDAQ падает легко, даже ниже моего тейка, никаких проблем нет. Я думаю, что Gold тоже валится, они нет-нет, да, с друг другом ладят. Да, вот мы видим здесь слабая вершина, и мы отвалились. Да, ну ладно. Зато по NASDAQ зашел, и все быстренько, да. В общем, еще одна сделка и закончим, если будет. Я не обещаю, но я на это надеюсь. Нас интересует между этой зоной и самая нижняя граница, где мы можем рассмотреть buy, вот это. Вот это. Поддержка, видите, откуда началось движение. Видите, вот этот тест, рынок коснулся, бум, отвалился. Потом пришли сюда, и вот здесь произошло то, что я наблюдаю и люблю наблюдать, но не часто это происходит. Это называется в трейдинге компрессия волатильности, когда рынок резко зажимается. То есть видите, какие широкие свечи здесь, и тут они резко стали мелкие, и это нередко, если под уровнем и по тренду. Видите, тренд-фильтр зеленый, и это накопление происходит под уровнем. И здесь еще есть кое-что. Вы узнаете в закрытой части, кое-что, что еще указывает на то, что может быть прорыв. Более того, важно, в какое время вы на это смотрите. Потому что если вы на эти вещи смотрите в середине торговой сессии где-то, или, скажем, не в то время, когда открывается, не на премаркете, то шансов будет мало, что это сработает. То есть время, когда мы торгуем на пробой, является ключевым. Да, именно на пробой. Потому что лучшие пробои случаются на открытии плюс-минус. Ладно, наблюдаем дальше за NASDAQ. Если вам интересно, полезно, вы хотите больше коротких, но информативных роликов, то обязательно ставьте лайк, пишите свои пожелания, чтобы я видел огонь в ваших текстах. Смотрим. Видим тест FIBDATS, точек волатильности. Точек волатильности тест. Ну, посмотрим. Я рассчитываю на ретест еще раз этой зоны, и тогда buy. Если мы увидим эту зону, если уйдем ниже, было бы получше. Было бы получше. И видим, NASDAQ пришел к структуре. Посмотрите, как мы тикнули нашу зону ценности. И тут же улетели к экстриму сегодняшнего дня, и возможно здесь будет продажа, если мы здесь сформируем сигнал. Если мы пробьем, обратите внимание на синтакс, да, очередность событий. Если мы пробьем красный уровень, то что я делаю дальше? Например, я покупаю. Если у меня тест красного уровня и пробоя нет, и есть сигнал на продажу, я продаю. Да, если то. Смотрим, внимание. Хорошая свеча, хорошая в плане заполненности. Если она закроется так, я куплю в расчете на быстрый тренд. Покупаю. Быстрый тренд до сюда. Это примерно 40 пунктов. Вот сюда. Крайне вероятно, что мы сюда придем. Смотрим. Алерт на всякий случай ставлю. Так, ну что, забираем профит, не будем ждать, снимаем позицию. Итого, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем sell сигнал здесь, небольшой профит. Мы рассматривали buy сигнал, но видим, рынок дернулся, точнее ударился и просто как из пушки улетел. Затем мы купили на пробой уровня range trader. Рынок дернулся на 40 пунктов, скорректировался на ретесте структуры. Мы забрали еще дополнительно 40 пунктов. И вот это тот стиль торговли, несмотря на то, что мы эти две сделки отработали в режиме скальпинга, зашел, вышел, но это быстрые сделки и очень вероятные сделки. Также вот эта сделка, которая у меня здесь была, рынок взлетел за короткое время на 100 пунктов. То есть торгуйте те рынки, те инструменты, где есть наибольшая активность, ваш конкретно отрезок времени. Если вы торгуете утром, возможно, это не NASDAQ, а какие-то другие индексы, например, DAX, или, может быть, это валютные пары, фунт-доллар. То есть торгуйте то, что двигается, и тогда с огромной вероятностью вы обеспечите себе профит. Ну, а если хотите торговать уже по моим сигналам, здесь двойная вершина, робот подсказывает, то ссылка под этим видео. И до встречи. Пока.